Здравствуйте, друзья, я Валерий Табаков, юрист по профессии, но страстный любитель истории, и сегодня я решил изложить для вас увлекательную главу из прошлого, основываясь на древних источниках и хрониках. Это рассказ о дружбе, интригах, династической борьбе и рождении великих государств в VII веке. Я поведаю эту историю от своего имени, так как будто бы я сам был свидетелем тех событий, но опираться я буду на факты. История будет касаться Юстиниана II, византийского императора, его отношение к хану Тервеллу, болгарину, и мы узнаем полностью всю цепочку от хана Кубрата до хана Тервелла и его взаимоотношениях с Юстинианом. Это будет увлекательная история и не просто даты и имена, а живые уроки человеческой природы, которые мне, как юристу, часто приходится применять в своей практике, анализируя мотивы и договоры. Итак, друзья, все началось с крепкой дружбы между ханом Кубратом, правителем Великой Болгарии, и византийским императором Ираклием I. Кубрат – мудрый и могучий вождь болгарских племен, был не просто союзником Ираклия, он был его личным другом. В юности еще ребенком Кубрат был отправлен в Константинополь, где провел несколько лет при дворе. Там он крестился в христианскую веру, получил образование и даже был удостоен почетного титула патриция от Византийской империи. Это был не просто формальный жест. Ираклий видел в Кубрате надежного партнера в борьбе против общих врагов. Их союз особенно проявился в тяжелых войнах против Сасанидской Персии в 626-628 годах. Во время осады Константинополя аварами и персами болгарские отряды Кубрата, хотя и не напрямую, но участвовали в битвах, предоставляли разведку и поддержку на северных границах, отвлекая врагов. Более того, Кубрат помог в возвращении Святого Креста Господнего из персидского плена, реликвии, которая была символом христианского триумфа. Эта дружба была скреплена не только политикой, но и личными узами. Они обменивались посланиями, дарами и, возможно, даже встречались лично. Кубрат, будучи прагматиком, использовал этот альянс для укрепления своей Великой Болгарии, огромного болгарского государства на территории современной Украины, простиравшейся от Кубани до Днепра, в Приазовье, в Крыму и степях Северного Кавказа. Ираклий был женат дважды. Его семейная жизнь стала источником многих интриг. Его первый брак с Евдокией, также известной как Фабия, дочерью влиятельного сенатора. Этот союз был одобрен церковью и обществом, и от него родилось двое детей. Сын Константин III, будущий император, и дочь Эпифания. Евдокия была
любимой в народе, скромной, благочестивой женщиной, идеальной императрицей для христианского Рима. Однако она умерла рано, в 612 году, от болезни, оставив Ираклия вдовцом в разгар персидских войн. Это был тяжелый удар для императора, который тогда вел изнурительные кампании на Востоке. Второй брак Ираклия стал скандалом века. В 613 году он женился на собственной племяннице Мартине, дочери своего брата. Этот союз был осужден церковью как инцест. Патриарх Сергий сначала отказывался венчать их, но под давлением Ираклия уступил и обвенчал этот брак. От Мартины у Ираклия родилось 9 детей. Многие из них умерли в детстве или имели физические недостатки, что современники приписывали Божьему наказанию за греховный брак. Главным сыном от второго брака стал Ираклонос или Гераклон, который позже стал соправителем. Другие дети включали Феодосия, Давида Тиберия и Мартина-младшего. Этот брак расколол византийский двор. Аристократия и церковь втайне презирали Мартину, видя в ней амбициозную интриганку, стремящуюся продвинуть своих сыновей в ущерб наследникам от первого брака. Кубрат поддерживал теплые отношения не только с Ираклием, но и с его второй женой Мартиной. Их дружба была искренней, возможно, из-за общих интересов в сохранении стабильности на границах империи. И в связи с тем, что Кубрат обрел независимость своей Великой Болгарии уже в то время, когда Ираклий был женат на Мартине. Мартина, будучи умной и политически активной женщиной, видела в Кубрате надежного союзника, особенно в те смутные времена, когда империя ослабла после персидских и арабских войн. Кубрат, в свою очередь, ценил ее как посредника в переписке с Ираклием. Есть упоминание в хрониках, что Мартина отправляла дары болгарскому хану: шелка, золото, христианские реликвии, чтобы укрепить этот личный мост. Эта связь была частью более широкой дипломатии. Великая Болгария служила буфером против степных угроз, таких как авары и тюрки, позволяя Византии сосредоточиться на Востоке. В 641 году Ираклий умер после долгой и мучительной болезни, возможно, рака или подагры, усугубленной годами походов. Его смерть произошла в Константинополе, и он был похоронен с почестями в церкви святых апостолов. Перед кончиной Ираклий ввел династическое наследие императорского правления, стремясь стабилизировать империю. Он сделал соправителями сыновей от обоих браков: Константина III от первого, которому было около 28 лет, и Ираклоноса от второго, подростка, около 15 лет. Мартина должна была стать регентом при младшем сыне, а империя делиться властью между ветвями семьи. Это было нововведением. Ираклий, вдохновленный римскими традициями, хотел создать устойчивую династию Ираклиидов, подобно Юлиям Клавдиям. В своем завещании он подчеркнул равенство сыновей, но это только разожгло конфликт.
Церковь и значительная часть Сената и армии поддержали сторонников первого брака, видя в Константине III законного, так сказать, чистого наследника. Мартину обвиняли в манипуляциях и даже в отравлении Евдокии, хотя это, вероятно, и клевета. Константин III правил всего несколько месяцев, с февраля по май 641 года, но его здоровье было подорвано, он умер от туберкулеза или яда, оставив сына Константа II малолетним. Тогда Мартина и Ираклонос взяли верх, но их правление было недолгим и хаотичным. Оппозиция нарастала. Патриарх Пирос и военачальники, такие как Валентин, подняли мятеж. Мартину и ее сына свергли в сентябре 641 года. Ираклоносу отрезали нос. Ринотомия – это стандартная византийская практика для дисквалификации претендентов на трон, поскольку император, по их убеждениям тогдашним, должен быть целым. А Мартине отрезали язык, чтобы она не могла интриговать. Их сослали на Родос, где по некоторым источникам они были позже убиты или умерли в нищете. Это был жестокий конец для второй ветви династии, подчеркивающий, как церковь и элита манипулировали наследственным правом в своих интересах. Как юрист я вижу здесь классический случай династического спора, где завещание игнорируется в пользу общественного блага. И это урок для современных семейных дел о наследстве. В отчаянии в то время, во время бунта, после смерти Ираклия, Мартина обратилась за помощью к старому другу, Кубрату, прося военной поддержки для восстановления сына на троне. Она отправила посланников с мольбами и обещаниями земель и титулов. Но Кубрат, взвесив риски и, возможно, не желая ввязываться в византийские интриги, отказал ей. Это решение было продиктовано прагматизмом. Великая Болгария была уязвима перед хазарами на востоке, и война с Византией могла ослабить ее. Кубрат, будучи опытным правителем, предпочел нейтралитет, сосредоточившись на внутренних делах. Этот отказ стал поворотным. Мартина почувствовала предательство. Однако ее судьба уже была решена. В ответ византийцы, теперь под контролем сторонников Константина III и его сына Константа II, поддержали хазар, тюркских кочевников, которые были их союзниками со времен Ираклия. Хазары под предводительством Кагана увидели в Великой Болгарии конкурента за степные земли. Византия предоставила им разведку, оружие и, возможно, золото, чтобы стимулировать нападение. Это была классическая геополитика – ослабить одного варвара руками другого. После смерти Кубрата около 665 года, по легенде, он завещал сыновьям единство, показав связку прутьев, которую нельзя сломать поодиночке. Хазары оккупировали значительную часть его земель. Великая Болгария распалась. Старший сын Бадбаян подчинился хазарам. Катрак ушел на Волгу, основав Волжскую Болгарию. Кубер в Панонию и Македонию, Альтек в Италию. Один из сыновей Кубрата, Аспарух, ушел на запад к устью Дуная, где основал новое поселение в заболоченной области Ангал. Там он объединил болгар с местными славянами, северянами и 7 племенами, создав симбиоз кочевников и земледельцев.
В 680 году Аспарух одержал блестящую победу над византийцами в битве при Ангале в устье Дуная. Император Константин IV Паганат, собрав огромную армию и флот, попытался уничтожить болгар, но болотистая местность сыграла против него, византийцы вязли в топях, а болгарская конница наносила внезапные удары. Когда император заболел и уехал лечиться, его войска охватила паника, и болгары преследовали их, нанося тяжелые потери. В 681 году Византия признала независимость Дунайской Болгарии, первого болгарского царства со столицей в Плиске. Аспарух стал его основателем, установив систему правления, где болгары доминировали в военной элите, а славяне в администрации и земледелии. Однако Аспарух погиб в битве с хазарами около 700-701 годов, защищая восточные границы. По одной из версий он пал в битве у Днепра в районе Запорожья, по другой в засаде. Его трон унаследовал его сын хан Тервел, который продолжил дело отца и укрепил Болгарию. Тервел был не только воином, но и дипломатом. Он расширил территории, построил укрепления и заключил союзы со славянами. Тем временем в Византии разгорелась новая драма. Император Юстиниан II, внук Ираклия от линии Константина III, взошел на трон в 685 году. Он был амбициозным, но жестоким правителем, известным налогами и репрессиями. В 695 году его свергли, отрезали нос и язык, отсюда прозвище Ринатмет, без носа, и сослали в Крым, в Херсонес. Там он провел 10 лет в изгнании, планируя месть. В 705 году Юстиниан бежал и обратился за помощью к Тервелу. Хан Тервел, видя возможность усилить влияние Болгарии, предоставил ему войско в 15 тысяч воинов, болгарскую конницу и славянскую пехоту. С этой поддержкой Юстиниан вернулся в Константинополь ночью через акведук, сверг узурпатора Тиберия III и вернул себе престол. Это был триумф. Болгары вошли в город как союзники, не грабя его. В благодарность Юстиниан пожаловал Тервелу титул цесаря, второй по значимости в империи, обычно предназначенный для наследников трона. Тервел стал первым иностранным правителем, удостоенным такой чести. Это возвысило его до уровня почти равного императору. Кроме того, он получил земли в Загорье, южнее Балканских гор, огромные дары, золото, серебро, шелка и ежегодную дань в 30 кентинариев золота. Тервел также, по легенде, женился на дочери Юстиниана Анастасии, хотя это и не подтверждено. Болгария стала региональной сверхдержавой, а Тервел – спасителем Европы после помощи в отражении арабской осады Константинополя в 717-718 годах. Но дружба Тервела и Юстиниана продержалась недолго. В
8 году Юстиниан II предал Тервелла, решив вернуть за гору и ослабить болгар. Мотивы были типичными для византийцев: страх перед растущей мощью соседа и желание реванша за Ангал. Юстиниан собрал армию и флот, напал на Анхиала, ныне это город Поморье в Болгарии. И это было предательство чистой воды, нарушение договора, заключенного всего 3 года назад. Тервелл, однако, был готов. Его разведка узнала о планах, и болгары устроили засаду. В битве при Анхиале византийцы были разбиты Тервеллом на голову. Многие утонули в море, пытаясь бежать на корабли. Юстиниан потерял 1000 воинов, а Тервелл захватил богатую добычу. После поражения император был вынужден просить мира. Он подтвердил все предыдущие уступки, добавил новые дары и даже устроил пир в Константинополе, где Тервелл сидел по правую руку от него как цесарь. Это предательство показало хрупкость византийской дипломатии. Юстиниан, мстительный и нестабильный, потерял доверие союзников, что ускорило его второе свержение в 711 году, когда его казнили вместе с сыном. Эта история, друзья, учит нас о хрупкости союзов и силе воли. Предательство Юстиниана стало уроком для Тервелла. Он стал осторожнее в альянсах, сосредоточившись на внутреннем укреплении Болгарии. Как юрист я вижу в ней уроки о наследственном праве, договорах и интригах, которые актуальны и сегодня, от семейных споров до международных контрактов. Болгария выстояла, став мостом между степью и Византией, а ее наследие живо в современной Болгарии. Если, друзья, у вас есть вопросы или дополнения, пишите в комментариях, я готов обсудить. Поддерживайте канал, реквизиты для донатов в первом закрепленном под видео комментарии.